Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп поливов на январь месяц 2022 года. Время московское. Прошу очень внимательно все заметки сделать, когда нельзя поливать и когда лучше обойтись без полива. И это связано с тем, что мы сейчас уже живем с вами в мире уменьшенного атома водорода. И вода начинает проявлять иные свойства. Все процессы внутри проходят по-другому. И у нас будет сегодня очень интересный момент, который нужно будет учесть и вот здесь пройти мимо и не поливать. Но давайте все рассмотрим по порядку. Итак, начинается месяц 1 января в знаке Стрелец. Это знак стихии огня. Лучше не поливать. Пишу по старинке: бесполезно поливать, но лучше пройти этот момент, потому что растения в это время просто не воспринимают воду никаким образом. Зато уже на следующий день, 2, а затем 3 января 2022 года, время нахождения Луны в знаке Козерог. Причем 2 января это новолуние, и это время для суперполивов. Не пишу в это время подкормки, потому что новолуние, в это время растения не воспринимают никакие подкормочки. Учтите себе, нету сил у них, просто-напросто рождается новый цикл, новый лунный цикл, и в это время лучше пройти мимо от различных подкормок, не имеет значения органические или минеральные. Затем наступает период 4 и 5, когда нельзя поливать. Это время опасное для поливов. Сейчас в ускоренном темпе вот эти процессы гибели корней происходят. Формула воды совсем другая. И, естественно, 4 и 5 просто-напросто, даже заранее, смотрите, 3 вечером полили, а Водолей уже зайдет, Луна Водолей, 4 в 2 часа 45 минут ночи. Поэтому очень хорошо будет, 2 дня пройдем мимо, не будем поливать. Дадим возможность корням, лучше даже вспушить землю, дать подышать корням, а уже, вот смотрите, когда уже и подкормочку можно использовать. И это период, когда Луна будет находиться в знаке Рыбы, уже растущая Луна, а при растущей Луне можно уже и немножечко подкормки, так как это время, даже при подсветке, зимнее время, физиологические процессы очень медленно проходят. Поэтому, пожалуйста, подкормки 50% от той, которая указана в инструкции на данном удобрении. Когда же можно уже приступать к поливу? А можно поливать 6 уже желательно где-то с 4-5 часов утра, 7 все 24 часа, ну а 8 рано утром можете полить, потому что переход в знак огня произойдет в 8 часов 27 утра. Если вы польете в 6-7 часов, то это будет нормально. Но позже уже бесполезные поливы просто-напросто не будут воспринимать корни. Если по листьям где-то что-то еще будете поливать, не воспринимается клеткой в это время вода. И это будет продолжаться 8, 9 все 24 часа и 10. Ну, 10 можно, вот здесь этот момент очень интересный, переход из знака огня в знак корня, знак земли. И, естественно, здесь можно уже в 17 часов начинать поливать. Почему? Потому что вот здесь уже переход энергии стихии земли идет, налаживается на энергии стихии огня. И вот этот момент можно использовать здесь даже очень хорошо, пока водичка дойдет к корням, пока начнет движение по сосудикам, в клеточке. Будет очень хороший период, и уже после полива через пару часов можно использовать подкормки. Это растущая Луна. И вот это можно делать 10 вечера, 11 января и 12 января, все 24 часа. Подкормочку, напоминаю, 50% от того, что написано в инструкции. Это растущая Луна, это комнатные у нас растения, через корень поливы делаем. Поливаем в тарелочки, поддоны. И вот с помощью вот этих емкостей корни получают и воду, и подкормочку.
Идем дальше. Вот это снова период, после хорошего такого замечательного периода наступает период перерыва, когда нельзя поливать. И этот перерыв у нас начинается в 6 часов утра. Но лучше сделать полив 12 вечером, для того, чтобы полностью усвоилась и вода, и подкормочки, чтобы уже утром растения спокойно перешли вот в эту энергию стихии воздуха и занимались дыханием. Здесь идет наложение тоже энергии стихии воздуха, и рано утром не поливайте. Полив лучше сделать 12 вечером, как можно позже. И подкормочка тоже. Поэтому 13, 14 и 15 до 19 часов нельзя поливать. Это близнецы. А Луна в стихии воздуха – это всегда время для того, чтобы растение занято было дыханием. Очень важный период, поэтому не мешаем растению и не губим наши любимые растения с помощью полива, потому что корни начинают в это время загнивать, и растение постепенно погибает. А 15-го уже в знаке Рак с 19 часов начинается вот этот период, и 16-го, и 17-го это время суперполивов. Почему не пишу плюс подкормочка? Сейчас вы увидите вот этот момент. Здесь достаточно поливов, очень сильная космическая энергия, идет сама энергия из космоса и достаточно для растений. И далее уже 18-го будет полнолуние. И полнолуние очень опасное, потому что здесь, смотрите, у нас дальше идет энергия льва, это самый огненный знак из всех знаков стихии огня, лев. И будет 19 и 20 до 17 часов, поэтому вот этот момент в полнолуние проявляется, вот это наша новая формула воды. Сейчас вода не H2O, а средняя между H3O3 и H12O6. Это уже доказано учеными, есть много интересной информации по этому поводу. И если вот эта огненная новая вода будет в дни льва использоваться для полива, это будет очень плохо для растений. Растения будут угнетены. Поэтому в 17-го можно полить хорошо вечером, а вот 18, 19 и 20 до 17 часов мы пропускаем с поливами, и тем более подкормки ни в коем случае нельзя делать. 20 после 17 часов знаки Дева, а это знак стихии Земли, дни корня. И 21 и 22 супер полив плюс подкормка. Вот это здесь уже, пожалуйста, и подкормочка. Но, напоминаю, снова же, январь, февраль и март – это еще 50% от того, что рекомендуется инструкцией на удобрение. Идем дальше. 22 хорошо полили вечером. Даже можно вечером не сильно поздно, потому что 23-го Луна перейдет из знака Девы в знак Весы в час ночи 4 минуты 23-го. И здесь будет в этой стихии, когда растения будут заняты дыханием, стихия воздуха, 23 и 24, и утром еще 25. Пожалуйста, вот этот период в весах нельзя поливать, растения заняты дыханием. И смотрите, уже после 6 часов 58 минут, а лучше после 7 часов утра в Скорпионе, пожалуйста, супер полив плюс подкормочка. Очень хорошее время подкормки под корешочек. И это можно будет делать 25 после 7 утра до конца суток, 26 24 часа и 27 рано утром можете полить. Даже до 10 часов утра можно поливать, потому что уже в 10:36 Луна перейдет в знак стихии огня. Это энергии, которые не воспринимают воду, энергии огня, и бесполезно здесь поливать. И даже опасно для растений. Итак, 27 после 10 часов не поливаем, 28 все 24 часа и 29 утром еще не поливаем. А уже с 12 часов 29 до конца суток, 30 все 24 часа и рано утром, у нас переход будет 31 Луны из знака Козерог Водолей аж в 12:44, поэтому можете в 8, в 9 часов еще полить и даже сделать подкормочку.
Супер полив плюс подкормка в Козероге. Очень хорошее время. Используйте этот период. Ну а завершится месяц в знаке стихии воздуха в Водолее, когда уже нельзя поливать. Ну, естественно, дальше там будут тоже дни до новолуния, и мы будем рассматривать эти дни в следующем выпуске, посвященном Дню поливов, агрогороскопу уже на февраль месяц. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили сегодняшнее видео для вас. Сейчас мы сделаем скриншот для вас. Пока вы делаете скриншот этого агрогороскопа поливов на январь 2022 года, мы вам желаем крепкого здоровья, вам и вашим близким. Пусть каждый новый день приносит вам только радостные новости. Ну, а мы прощаемся всего-навсего до следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!